Друзья, вас приветствует канал Фактограф. Сегодня поговорим о речных монстрах. Часто ли вы задумывались о том, какие монстры могут жить в реках и не опасно ли в них купаться? На этот счет наши реки намного безопаснее, чем, например, в Африке, Австралии или Америке. Мы подготовили для вас 20 страшнейших речных жителей на планете. Поехали! Оливковый сом. Встречайте одного из самых опасных речных жителей Северной Америки. Длина оливкового сома может достигать 1,5 метров, а вес превышает 100 килограммов. Рацион сома состоит из водоплавающих птиц, других рыб и млекопитающих. Но бывают и случаи нападения на людей. Так, в реках Северной Америки в год погибает до 10 рыбаков. Нападая на свою добычу, оливковый сом разрывает ее на куски своими мощными челюстями. Ванделия. Кандиру. Эта мелкая рыбешка на первый взгляд не вызывает никаких опасений. Но это только так кажется. Вы будете в шоке, когда узнаете, что питается она кровью и мочой, проникая в задний проход и мочеполовые органы. После чего ванделия начинает пожирать плоть. Извлечь этого паразита самостоятельно не получится, потребуется хирургическое вмешательство. Радует одно, что эта рыба обитает далеко от нас, в реке Амазонка, на территории Колумбии, Бразилии, Перу и Эквадора. За считанные минуты стая пираний может оставить одни кости от своей жертвы. Электрический угорь. Не имея мощной челюсти и огромных зубов, эта рыба представляет огромную опасность для человека. Зубы ей для этого не нужны. Она молниеносно сгенерирует мощнейший разряд, из-за которого человек может потерять сознание. Не приближайтесь к угрю ближе, чем на 3 метра, ведь таков радиус действия его тока. К тому же угорь довольно агрессивный и часто нападает без причины. Встретиться с этой рыбой длиной до 3 метров и весом до 40 килограммов можно в реке Амазонка и в других реках на северо-востоке Южной Америки. Гунч. Сом богарей. Встретить этого сома можно в реке Кали между Индией и Непалом, а также в бассейнах рек Брахмапутра, Инд и Ганг. С давних времен именно в эту реку сбрасывают трупы умерших. Часто тела сгорают не полностью, и самы питаются останками людей. Эти огромные хищники весят до 140 килограммов и часто нападают на людей в поисках пищи. Паку. Удивительная рыба с зубами, которые очень похожи на человеческие, но намного острее. Именно поэтому паку легко разгрызает фрукты и орехи, которые попадают в реку с деревьев. Обитает в реке Амазонка и питается также беспозвоночными и рыбой. В 90-х годах рыба паку напала на 2 рыбаков, которые погибли от кровопотери. Вырастает в среднем до 70-100 сантиметров и весит около 40 килограммов. Внешне паку немного напоминает пираний, только больше по размеру. Большая тигровая рыба голиаф. Эту опаснейшую обитательницу водных просторов можно встретить в Африке в реке Конго. Но лучше с ней не встречаться, ведь эта рыба довольно опасный хищник и, словно настоящий тигр, нападает на других рыб и даже на людей. Никому не желаю столкнуться с 50-килограммовым монстром, вырастающим до 180 сантиметров в длину. Для того, чтобы легко справляться с добычей, у тигровой рыбы имеются 32 острых зуба. Детальнее про рыбу голиаф вы можете узнать в нашем отдельном видео. Ссылка в описании. Черный кайман. Огромный монстр с молниеносной реакцией и огромной силой вырастает до 6 метров в длину. Лучше не попадаться ему на пути, кайман разорвет любого в клочья. Черный кайман – один из крупнейших крокодилов и самый крупный хищник в реке Амазонка. Черный кайман всеяден. В его рационе преобладает рыба, растительность, ракообразные и насекомые. Взрослые особи охотятся за добычей покрупнее. Охотятся на млекопитающих, змей, водоплавающих птиц и рыб. Неоднократно случались нападения черных кайманов на людей. Гигантский пресноводный скат или скат-хвостокол. Обитает в реках Таиланда, Индонезии, Малайзии, Австралии и Новой Гвинеи. Весят эти гиганты около 500 килограммов. Их диаметр достигает до 2 метров. Скат довольно опасен, ведь имеет 2 острых шипа на хвосте. Большой шип помогает удерживать жертву. Такой шип похож на гарпун. Его тяжело вытащить из-за большого количества зазубрин на нем. Скат легко может пробить дно лодки ударом своего шипа, который вырастает почти до 40 сантиметров.
Скат первым никогда не нападет на человека. Для этого его нужно либо случайно потревожить, либо попытаться поймать. Второй шип меньше по размеру, но его цель – впрыскивать яд, который способен убить человека. Пресноводные скаты живородящие, самка рождает одного детеныша до 35 см в длину. Количество гигантских скатов сокращается, поэтому охота на них запрещена. После фотосессии и замеров ската возвращают обратно в реку. Анаконда. Для людей, которые боятся змей, анаконда станет настоящим испытанием. Этот монстр достигает в длину 5-6 метров и весит около 50-70 килограммов. Если анаконда начала обвиваться вокруг своей жертвы, ей уже не спастись. Обитает в реке Амазонка, любит отдыхать на мелководье. Анаконда – самая большая змея на планете. Она не ядовита. Бразильская выдра. Обитающие в реках Амазонки выдры имеют довольно большие размеры – до 2 метров в длину. Рационом для них служат крабы и рыба. Отдельная выдра сама по себе не так опасна. Но вот, сбиваясь в стаи, эти животные способны убить даже крупных кайманов и анаконд. Арапайма. Гигантский монстр с зубами даже на языке. Им не страшны даже пираньи, ведь у них бронированная чешуя. Арапайма вырастает до 3 метров и весит около 90 килограммов. Питается рыбой и водоплавающими птицами. Зафиксированы случаи нападения этого гиганта и на человека. Акулы-быки. Обычно эти акулы обитают в океане, но они отлично себя чувствуют и в реках. Нередко они заплывали очень далеко по Амазонке, где искали себе добычу. Они вырастают до 3 метров, а сила их укуса достигает 600 килограммов. Лучше с этим хищником никогда не встречаться, ведь после этого шансы выжить приближаются к нулю. Скумбриевидный гидролик. Настоящий вампир среди обитателей рек. Эта рыба имеет огромные клыки до 15 сантиметров, которые не дают жертве ни шанса. Обитает в Амазонке, вырастает до 117 сантиметров и весит около 18 килограммов. Питается пираньями и другой рыбой. Эта рыба очень часто становится объектом спортивной рыбалки в силу своего мощнейшего сопротивления при попытках ее вытащить из реки. Местные жители тоже выходят на рыбалку на гидролика, считая его мясо очень вкусным. Протоптер обитают в водоемах Африки и относятся к двояко дышащим. Во время пересыхания водоема протоптер зарывается в грунт и впадает в спячку. Обычно это происходит каждый год, и такая спячка длится несколько месяцев. Но главная особенность протоптеров – они могут находиться в таком состоянии до 4 лет. Самый крупный из вида протоптера – мраморный протоптер. Он достигает до 2 метров в длину и весит около 17 килограммов. Ведут ночной образ жизни, могут передвигаться с помощью плавников по дну, а могут плавать в воде, как угри. Питаются крабами, раками, моллюсками, рыбой. Местное население часто ловит протоптеров и употребляет в пищу. Нильский окунь. Этот окунь поражает своими размерами. Самые крупные особи вырастают до 2 метров в длину и весят до 200 килограммов. Древние египтяне назвали рыбу принцессой Нила. Могут обитать в любом пресноводном водоеме, предпочитает теплые воды. Нильский окунь – настоящий хищник. Нередко этот монстр выбирает себе жертву среди своего же вида. Это самая большая хищная рыба озера Виктория. Этого гиганта искусственно ввели в другие водоемы, что оказало негативное воздействие. Окунь – настоящий прожора, поэтому существенно сократилось количество местных видов рыбы. Весьма необычный факт – нильский окунь выводит потомство в своей пасти, обеспечивая защиту будущему поколению. Нильский крокодил. Обитает на территории африканского континента. Считается одним из самых смертоносных существ на планете. Самцы вырастают до 6 метров. Даже один такой монстр очень опасен, а когда они охотятся стаей, шансов выжить у жертвы не остается. Они способны атаковать даже носорогов и бегемотов. Довольно часто жертвами этого крокодила становятся люди. Ежегодно от его зубов погибают от нескольких сотен до пары тысяч людей. Змееголов. Эти рыбы довольно редко встречаются на Западе, однако был случай, когда рыбак нашел в пруду США змееголова. Многие ученые полагают, что змееголов может прижиться в Северной Америке, тем самым серьезно навредив местной экосистеме. Эти хищные рыбы вырастают до метра в длину и весьма прожорливы. Рацион их состоит из лягушек, рыб и беспозвоночных. Змееголов способен обходиться без воды до 4 дней. Рыба-пила.
В пресной воде обитает мелкозубый пилорыл. Иногда он даже заплывает в озера. Выбирают мутные воды и мелководья, проводя большую часть времени на дне. Относятся к пилорылым скатам, а не к акулам, как может показаться на первый взгляд. Отличаются они длинным плоским рострумом по бокам, усеянным зубовидными выростами. Специально не нападает на людей, но в силу плохого зрения может случайно нанести довольно опасные удары пилой. Сегодня эти рыбы находятся под охраной из-за сокращения их численности. Пиявка. Этот маленький паразит питается кровью и обычно не очень опасен. В среднем пиявка кормится полчаса. После открепляется. А вот кровотечение после такого укуса может длиться и несколько дней, особенно если к вам прицепилось несколько пиявок. Пиявка может передать человеку инфекции паразитов, так как у нее нет иммунной системы. В Африке в диких пиявках был обнаружен даже вирус гепатита Б и ВИЧ. Некоторые из пиявок могут проникать в нос, глаза, уши, мочевой пузырь и даже желудок. Они питаются через слизистые оболочки. Это был наш топ-20 самых страшных речных жителей. Делитесь в комментариях, какое из животных вас удивило больше всего. Ставьте лайк, если видео было полезным, и подписывайтесь на канал. У нас еще много интересного. До новых встреч!